I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Гэри и Кэтрин Истборн были женаты с 1975 года и прожили в браке 10 счастливых лет. За это время у них родилось 3 детей: Кара, 5 лет, Эрин, 3 года и Яна, 1 год и 9 месяцев. Их дом находился в Фейетвилле, штат Северная Каролина. Глава семейства Гэри Истборн был капитаном ВВС США и в 1985-м ожидал перевода в Англию по программе Permanent Change of Station. Но прежде чем поступить на службу в королевские ВВС, он должен был пройти 10-недельный курс подготовки на тренировочной базе в Монтгомери, штат Алабама, за 500 миль от их дома. Истборны были в восторге от предстоящего переезда в Англию. Как и все люди, они, конечно, переживали из-за перемен и бытовых хлопот, но не сомневались в том, что им окажут поддержку. Военная база, на которую их направляли, была рассчитана на множество военных семей. Изначально Гэри планировал поехать на учения, взяв всю семью с собой, но старший ребенок уже ходил в сад, и родители беспокоились о том, как дети воспримут эти 2 переезда. Поэтому было решено, что Кэти останется дома с дочерьми. Она привыкла действовать в одиночку. Эта командировка мужа была не первой в их совместной жизни. Однако жить раздельно на протяжении 2 месяцев Кэти и Гэри все же было нелегко. Все домашние обязанности легли на плечи Кэти, в том числе уход за 3 маленькими детьми и поиск нового дома для питомца. Их собака Дикси была стара, и Кэти боялась, что животное не выдержит 6-месячного обязательного карантина, когда они переедут. Кэти и Гэри постоянно поддерживали связь, отправляя друг другу письма и созваниваясь раз в неделю по междугороднему телефону. Супруг звонил домой с таксофона каждый вечер субботы, и Кэти всегда брала трубку. Но один звонок 11 мая 1985 года остался без ответа. Гэри должен был вернуться домой всего лишь через неделю. После нескольких неудачных попыток связаться с женой, мужчина начал беспокоиться о том, что произошло нечто страшное. Не имея возможности покинуть свой военный пост, он лихорадочно звонил домой раз за разом. Никто так и не ответил. На следующий день, 12 мая, Жанет Зейфельд, ближайшая соседка Истборнов, заметила, что на пороге дома Кэти и Гэри скопилось слишком много почты. При этом семейная машина была припаркована на подъездной дорожке, а детская коляска стояла на своем обычном месте у задней двери. Жанет беспокойно рассказала об этом своему мужу Бобу. Мужчина осознал, что не видел Кэти Истборн и ее детей как минимум 3 дня, хотя на улице стояла теплая весенняя погода. «Я пойду туда посмотреть, есть ли кто-нибудь дома», — сказал Боб своей супруге. Он подошел ко входной двери и несколько раз позвонил. Затем постучал. Никто не отреагировал. Внезапно Боб услышал нечто похожее на детский плач. Кэти Истборн была очень заботливой матерью, она никогда бы не оставила ребенка одного дома. Об этом знали все соседи. Зейфельд позвал жену, чтобы узнать, слышит ли она эти крики. Жанет тоже показалось, что в доме находился ребенок. Дрожащими руками она взяла телефонную книгу и начала ее листать в поисках номера Джули Черняк, няни, которая иногда помогала Кэти. «Джули, я думаю, произошло что-то ужасное», — сказала Жанет. Джули в ответ сообщила ей номер домашнего телефона Истборнов и помчалась на помощь. Жанет позвонила по нему несколько раз. Звук слышали снаружи дома, но никто не отвечал. После этого соседка обратилась в отдел шерифа округа Камберленд. Диспетчер идентифицировал ее сообщение как пренебрежительное обращение с детьми. Помощник шерифа Уильям Томан патрулировал близлежащую улицу. Он знал о вызове и через 4 минуты подъехал к дому, куда уже прибежала взволнованная няня. «Яна там!» – вскрикнула Джули, как только полицейский вышел из машины. Она побежала к задней части дома и попыталась открыть окно спальни. Полицейский не подозревал, с чем он столкнется внутри, поэтому не спешил. В отделе шерифа были свои установки, которым нужно было следовать в подобных случаях, и Томан был не из тех, кто отклонялся от регламента. «Все в порядке, я разберусь с этим», – остановил Уильям Томан попытки Джули ворваться внутрь. Вслед за соседями он попытался позвонить в дверь, где обнаружил записку, предназначенную для Кэти. «Миссис Истборн, свяжитесь со своим мужем по телефону». Как позже выяснилось, накануне Гэри Истборн уже обращался в полицию и просил проверить дом.
Но здесь было тихо и не горел свет, поэтому офицеры оставили записку, а затем покинули территорию, посчитав, что все домочадцы куда-то ушли. Уильям Томан не сразу услышал детский плач и даже подумал на секунду, что это ложный вызов. Но когда ребенок вновь начал плакать, он прислонился к одному из окон и увидел Яну. Девочка стояла в своей кроватке и протягивала к нему руки. Полицейскому ничего не оставалось делать, как открыть окно и забрать ее. Она была бледной, ее зубы почернели от сильного обезвоживания и голода, а глаза опухли от слез. Яна обвила обеими руками шею Томана, впившись крошечными пальцами в его спину. «Все в порядке», — сказал он ей. «Все будет хорошо». Он передал ребенка соседям через окно вместе с детскими принадлежностями. Жанет сразу же покормила девочку. Яна буквально вдохнула все молоко из бутылочки, но у нее началась рвота. Организм отталкивал еду. Ее увезли на скорой помощи в больницу, где врачи установили, что Яна находилась на грани смерти и могла скончаться в течение 8 часов. К счастью, ей вовремя оказали помощь. Тем временем полицейский прошел дальше по коридору, в доме пахло смертью. С каждым его шагом запах разложения становился все сильнее. Помощник шерифа приготовился к ужасному подсчету трупов и вызвал подкрепление. Детективы из отдела убийств Роберт Биттл и Джек Уотс прибыли мгновенно. Они проследовали в дом, по пути осматривая каждую комнату. В гостиной возле дивана была разбросана женская одежда. Несколько сорванных пуговиц, разрезанное нижнее белье, джинсы и пара завязанных кроссовок. В детской они обнаружили первое тело. Это была 5-летняя Кара. Девочка свернулась калачиком под одеялом, будто пыталась от кого-то спрятаться. Ей нанесли несколько ножевых ударов в грудь и изрезали горло. В родительской спальне находились тела средней дочери и их матери. 3-летняя Эрин лежала на полу рядом с кроватью, у нее были тупые травмы груди и спины. Горло девочки было порезано настолько глубоко, что она была почти обезглавлена. Кэти лежала в постели связанная и обнаженная ниже пояса. Верхняя одежда, блузка и бюстгальтер были разодраны. Женщина подверглась сексуальному насилию, после чего ей нанесли около 15 ножевых ударов в грудь и изрезали горло. В этот день, 12 мая 1985 года, в США отмечался День матери. Многие американские военнослужащие находились далеко от своих семей и вместо объятий были вынуждены дарить женам поздравительные открытки по почте. Но Гэри Истборну выпала совсем другая доля. Когда детектив позвонил Гэри, он ответил на звонок вопросом, сколько из них мертвы. Даже опытный полицейский был ошеломлен и на мгновение растерялся. Гэри не сообщили всех трагических подробностей по телефону. Ему было известно только то, что кто-то из членов его семьи погиб, и ему нужно немедленно вернуться домой. Ночью он сел в самолет и провел 2 самых беспокойных часа своей жизни в полете. Гэри прилетел в Фейетвилле в сопровождении другого офицера и направился прямо в полицейский участок, где ему рассказали об убийствах 2 дочерей и жены. Счастливая жизнь мужчины разбилась в одно мгновение. Следователи долгие годы не могли забыть его рыдания в ту ночь. Спасением Гэри Истборна была единственная выжившая дочь Яна. Теперь он жил только ради нее. Расследование тройного убийства вели детективы Джек Уотс и Роберт Биттл. Поскольку убийца все еще был на свободе, а жители города пребывали в страхе, работа шла очень быстро. Малышке Яне Истборн не было и 2 лет. Детский психолог пытался задать ей наводящие вопросы о том, что произошло в ту ночь, и показал фотографию матери. Девочка поцеловала фото и сказала, что им надо спрятаться. Неизвестно, почему она осталась в живых, возможно, ее спрятали другие дети. Или же преступник не убил ее, потому что она не смогла бы его опознать, в отличие от всех остальных. Несмотря на ужасные травмы погибших, в доме, как ни странно, было не так много крови. Криминалисты провели экспертизу, распылив люминол, специальный порошок, который светится голубым, когда вступает в контакт с кровью. Люминол может обнаружить незначительное количество крови даже после того, как поверхность была тщательно вымыта, и с этого момента прошло несколько лет. В результате было установлено, что тот, кто совершил убийство и оставил маленького ребенка умирать, потратил значительное количество времени на уборку. Однако экспертам все же удалось собрать несколько образцов генетического материала предполагаемого убийцы, в том числе отпечатки пальцев, образцы волос и спермы. Но в 1985 году технологии еще не позволяли провести точный ДНК-анализ, так что эти образцы не могли послужить вещественными уликами, во всяком случае до определенного времени.
Пока следователи обыскивали дом в поисках зацепок, молодой человек по имени Патрик Коун явился в полицейский участок и сообщил, что видел мужчину, который шел от дома Истборнов 3 дня назад, в ночь убийства. «Я шел домой от своей девушки около 3:30 и увидел белый «Шевроле Шевет», припаркованный на дороге. Потом я встретил парня, я прошел мимо него. Он сказал: «Сегодня я выезжаю рано», или что-то в этом роде. Затем он сел в свой белый «Шевроле Шевет» и уехал. Патрик Коун подробно описал внешность неизвестного. Это был белый мужчина ростом около 193 сантиметров. Волосы светлые, на лице особенно выделялись усы и широкий нос. Из одежды на нем были черная вязаная шапка, черная куртка бренда Members Only, белая рубашка и синие джинсы. На плече он нес мусорный пакет. Гэри Истборн рассказал полицейским, что незадолго до трагедии Кэти искала приют для их собаки Дикси и подала объявление в местную газету. Некий мужчина приезжал к ней домой и забрал животное, но Гэри не было известно его имя. Джули, их помощница-няня, подтвердила, что Кэти действительно хотела отдать собаку. Также она вспоминала, что Кэти на протяжении последних 2 месяцев переживала о том, что ее кто-то преследует. До убийства ей звонил странный мужчина, рассказывавший о своих сексуальных фантазиях. Кэти предупредила об этом няню и сказала ей, как отвечать на оскорбительные звонки. Когда телефон зазвонил в очередной раз, Джули, полная решимости, взяла трубку. Но на другом конце провода говорила женщина. Она представилась Анжелой и сказала, что хочет посмотреть собаку, которую увидела в объявлении. Няня записала ее контакты, но при обыске дома эту записку не обнаружили. Кроме того, исчезла и банковская карта Кэти. Через 4 дня после убийства по радио и телевидению начали транслировать сообщение, в котором следователи просили выйти на связь человека, забравшего собаку Истборнов. В телерепортаже также был опубликован фоторобот, составленный по описанию Патрика Коуна, встретившего таинственного блондина во время ночной прогулки. 27-летний сержант армии Тимоти Хеннис смотрел новости, когда было озвучено это сообщение. Мужчина удивился, ведь именно он и был тем человеком, которого искала полиция. Вместе со своей женой Анжелой, той самой девушкой, чьи контакты записывала няня, он отправился в полицейский участок на своем белом «Шевроле Шевет». Тимоти, или Тим, как его называли знакомые, предложил сотрудникам полиции оказать любую помощь. Он спокойно отвечал на все вопросы, даже не думая о том, чтобы пригласить адвоката. По его словам, за 2 дня до убийства он действительно приезжал к миссис Истборн, чтобы забрать собаку по кличке Дикси. Тим и Кэти встретились на крыльце и договорились, что мужчина возьмет собаку на несколько дней, чтобы проверить, как она будет вести себя в новой семье, где недавно родился ребенок. Перед уходом он спросил Кэти, можно ли ему посетить уборную. Она была не против, вероятно, чувствуя, что находится в безопасности рядом с однополчанином мужа. Вскоре Тим вышел, поблагодарил Кэти за использование удобств, пристегнул поводок и направился домой. Позже они созвонились еще 1 раз, чтобы обсудить состояние питомца. Но от полиции не ускользнул тот факт, что он водил белый «Шевроле Шевет». Более того, внешность Тимоти полностью соответствовала описанию свидетеля. Хотя в то время и не проводился ДНК-анализ, полицейские запросили у Тима отпечатки пальцев, образцы волос, крови, слюны и спермы. Последнее, потому что Кэти Истборн была изнасилована. И Тим согласился, после чего его отпустили. В тот же день в участок вызвали Патрика Коуна, чтобы показать ему фотографию подозреваемого. Коун подтвердил, что видел Тима в ночь убийства. После допроса Тим и Анжела вернулись домой, полагая, что теперь все будет в порядке. Они были шокированы, когда после полуночи в их дверь постучали следователи с ордером на арест Тима. Ему было предъявлено обвинение в тройном убийстве. Но никто даже не догадывался, что это дело будет занимать залы суда в течение следующей четверти века. У Тимоти Хенниса не было никакого алиби, а вот доказательств его вины становилось только больше. После того, как Тим забрал собаку, он отвез жену и дочь в гости к родственникам. Следствие утверждало, что это произошло из-за ссоры между супругами. Семье не хватало денег даже на оплату счетов. Домовладелец предупредил их о скором выселении, и Тим выписал ему чек на $300. И именно столько было снято с украденной карты Кэти Истборн в течение следующих 2 дней после убийства. После ареста Тима операции по выводу средств прекратились. В то время банкоматы не были оборудованы встроенными камерами. Полиция искала свидетелей, сверяя данные учетного журнала. Записи показали, что женщина по имени Люсиль Кук воспользовалась банкоматом менее чем через 4 минуты после того, как были сняты наличные с карты убитой. Полицейские задали ей вопрос, кого она видела поблизости в тот момент. Люсиль Кук ответила, что перед ней в очереди стоял высокий мужчина. Уходя, он направился к своей машине белого цвета.
Выслушав ее рассказ, полицейские показали допрашиваемой несколько фотографий мужчин, среди которых было фото Тимоти Хенниса. Женщина без колебаний указала на Хенниса. Это он. Другой важной зацепкой стали показания соседей, живших поблизости с Тимоти Хеннисом. Они видели, как мужчина разводил огонь во дворе и что-то долго жег в бочке, подливая в нее горючее. Пламя доходило до 1,5 метра в высоту. Это было странно, ведь Тим никогда так не делал раньше. В их районе мусор вывозился каждую ночь. Что он мог сжечь? Получив ордер на обыск, полицейские перевернули дом Хенниса вверх дном в поисках улик. Бочка оставалась на своем месте во дворе. В ней находились недогоревшие частицы различных тканей, трикотажной одежды, махровых полотенец и хлопковых простыней. При этом положение его семьи было затруднительным, им явно не хватало всего того, что Тим пытался сжечь. Также было установлено, что Тим Хеннис сдал в химчистку свою куртку Members Only. Напомним, что именно в такой куртке шел человек из дома Истборнов в 3:30 ночи, когда его заметил Патрик Коун. Однако владелец химчистки утверждал, что на куртке Тима не было никаких подозрительных загрязнений и тем более крови. Итак, положение подозреваемого было крайне тяжелым. Тимоти Хеннис немедленно обратился за помощью к лучшим адвокатам штата Северная Каролина. Юристы помогли ему нанять частного детектива Боба Неллигара. Его работа заключалась в том, чтобы тщательно отследить, какие шаги предпринимали следователи, и найти опровергающие улики, которые они могли пропустить. В первую очередь, Неллигар и помощники инсценировали ночную встречу, описанную свидетелем Патриком Коуном. Они взяли видеокамеру и вышли на ту же улицу посреди ночи. Стоял густой туман, местность плохо освещалась. На записи камеры не было видно ничего дальше руки. Мог ли Патрик разглядеть в это время кого-то так подробно, как он говорил? Во время этой инсценировки к частному детективу подошел местный житель, сосед по имени Дэвид Хилл. Он рассказал, что в ночь убийства здесь стояла и другая машина. Фургон, владельцем которой был мужчина с короткой стрижкой. Он остановился, чтобы поговорить с друзьями, их голоса слышались из салона. Что было еще более подозрительным, так это то, что через пару дней этот же фургон выставили на продажу. Всемирно известный судмедэксперт Пол Стомбо, изучив полицейские отчеты и место происшествия, пришел к выводу, что в доме Истборнов нападавших было двое. Возможно, информация о фургоне со странными пассажирами могла бы дать ход и для другой версии произошедшего, но следователи упорно целились в Тима Хенниса. Неллигар продолжал работу. Он обнаружил несоответствие между генетическими материалами предполагаемого убийцы и его клиента. Не совпадали отпечатки пальцев, образцы волос и следы от обуви. Ступни Хенниса были на 4 размера больше. Но прокурор категорически проигнорировал это расследование частного детектива. Тимоти Хеннис предстал перед судом почти через год после убийства, 27 мая 1986 года. Перед заседанием ему предложили заключить сделку о признании вины. Хеннису грозило пожизненное заключение. Подсудимый отказался от сделки. Сторона обвинения действовала очень жестко. Следователи подготовили множество шокирующих фотографий изувеченных тел Кэти, Эрин и Кары. В зале суда, прямо над тем местом, где сидел обвиняемый, установили гигантский экран. Таким образом, когда присяжным было показано слайд-шоу, кровавые изображения были настолько огромными и яркими, насколько это было возможно в те годы. Следователь выступал около 1,5 часов. Все это время присяжным передавались и печатные фотографии с места преступления. В такой тяжелой психологической обстановке любые аргументы стороны защиты казались бессмысленными. После 10 часов обсуждения присяжные вынесли Тимоти Хеннису обвинительный приговор по 1 пункту обвинения в изнасиловании 1 степени и 3 пунктам обвинения в убийстве 1 степени. Его должны были казнить. Всего через несколько дней после того, как Хенниса перевели в камеру смертников в центральной тюрьме в Ролли, штат Северная Каролина, Тим получил анонимное послание. «Дорогой мистер Хеннис, я совершил преступление. Я убил Истборнов. Сожалею, что вы отбываете срок. Когда вы это прочтете, я благополучно покину Северную Каролину. Спасибо, мистер Икс». Точная копия письма пришла по почте и в отдел шерифа. Посланию не придали должного значения, посчитав, что это был розыгрыш. Адвокаты Хенниса немедленно бросились подавать апелляции на основании многочисленных ошибок, которые, по их утверждениям, были допущены стороной обвинения во время первого судебного разбирательства. Они заявили о 59 ошибках, большая часть из которых заключалась в неоправданном, чрезмерном использовании фотографий обезображенных тел.
Тим Хеннис провел в камере смертников более 2 лет, прежде чем Верховный суд отменил его приговор и передал дело на повторное рассмотрение. Во время повторного судебного разбирательства, состоявшегося в апреле 1989 года, адвокаты Хенниса стали резко оспаривать показания свидетелей. В первую очередь они сосредоточились на личности Патрика Коуна, человека, который якобы видел Тима рядом с домом в ночь убийства. За последние годы Коун навлек на себя немало неприятностей и сам был арестован полицией за кражу. В камере он стал кичиться: «Вы знаете, кто я? Я ключевой свидетель обвинения». Ранее Коун также имел неосторожность сказать нескольким людям, что он не уверен в тех показаниях, которые дал в 1985 году против Хенниса. Сомнению подверглись и показания женщины у банкомата. Но самая важная часть выступления была оставлена напоследок. Неожиданно в зал суда вошел молодой человек по имени Джон Раупо. Его можно было бы назвать братом-близнецом Тима. Джон был высоким блондином и одевался точь-в-точь как Тим. Черная куртка Only Members, похожая вязаная шапка, синие джинсы. По его словам, он был соседом Истборнов и страдал бессонницей, поэтому иногда выходил ночью на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Если Патрик Коун и видел тогда какого-то человека посреди ночи, то доказать, что это был Тим Хеннис, теперь было нелегко. Присяжные оказались в полном замешательстве. Блестящая подготовка стороны защиты привела к тому, что 19 апреля 1989 года с Тимоти Хенниса были сняты все обвинения. Тим Хеннис оказался на свободе и впервые за эти годы мог взять на руки свою дочь. Он вернулся на военную службу в армию США, несмотря на рекомендации адвокатов не делать этого. Хеннис служил в Ираке и Сомали, получил несколько наград и был повышен в звании. В 1998 году он и его семья переехали в Форт Льюис, штат Вашингтон. Здесь Тим стал лидером скаутского отряда своего второго ребенка, 6-летнего сына Эндрю, и часто водил детей в походы. Казалось, что его жизнь наладилась, и о прошлом можно было забыть. В 2004 году Тим ушел в отставку и устроился на новую работу на завод по переработке отходов. После убийства жены и детей Гэри Истборн тоже пытался двигаться вперед. В 1988 году он и его единственная выжившая дочь Яна все же переехали в Англию. Гэри поступил на службу в королевские ВВС. Здесь он познакомился с медсестрой по имени Лиз и женился на ней через несколько лет. Женщина фактически заменила Яне ее родную мать Кэти. Будучи взрослой, Яна раскаивалась, что никогда не плакала на могилах своих сестер и матери, потому что совсем не помнила их. После отставки Гэри в конце 90-х семья Истборн вернулась в США. Еще одним невероятным совпадением во всей этой запутанной истории стало то, что Истборны тоже поселились в Вашингтоне, как и Хеннисы. Их дома находились в 30 минутах езды друг от друга, но они никогда не пересекались. До 2006 года, когда Гэри Истборну вновь позвонил детектив. «Вы сидите?» «Нет?» – спросил он. «Вам лучше сесть». Это был капитан полиции Ларри Троттер. За год до этого звонка он посетил семинар по передовым методам в области криминальных расследований, на котором в качестве примера обсуждалось убийство семьи Истборн 20-летней давности. Поговорив с журналистом, который освещал судебные процессы по этому делу, Троттер узнал, что уже тогда полицейские стали собирать образцы ДНК, хотя и не могли полноценно их исследовать. Но к настоящему времени технологии шагнули далеко вперед. Троттер отправил в лабораторию образцы спермы, найденные в теле жертвы, и образцы, предоставленные Хеннисом. Результат показал, что они принадлежали одному и тому же человеку. Шанс погрешности составлял 1 к 1,2 квадриллионам. Но даже обнаружение новых и столь вещественных доказательств не могло привлечь Тима Хенниса к ответственности из-за особенностей законодательства США. Конституция запрещает повторное судебное разбирательство после вынесения оправдательных приговоров. Однако Тим Хеннис был отставным военным и мог предстать перед военным трибуналом. В сентябре 2006 года 48-летнего Хенниса снова призвали на действительную военную службу и отправили в Форт Брэгг, Северная Каролина. Оказавшись там, он был арестован за тройное убийство. Ему не могли быть предъявлены обвинения в изнасиловании, поскольку истек срок давности. Гэри Истборн все эти годы бережно хранил фотографии своих дочерей в 3 больших коробках, подписанных его женой – Кара, Эрин, Яна. Кэти хотела сделать для каждой из них отдельные фотоальбомы, но так и не успела. Гэри тоже не решился браться за это. «Мы просто дадим девочкам еще немного отдохнуть. Я сделаю это позже».
Он очень скучал по ним всем и часто говорил о том, как их ему не хватает. Теперь он был вынужден вновь доставать фотографии, чтобы представить их на суде. Конечно, были и другие кадры, жуткие, кровавые, которые никого не оставили бы равнодушным. Но Гэри хотел сконцентрироваться на милых семейных моментах, чтобы каждый член военной коллегии мог разделить то счастье, которым когда-то обладал Истборн. Беспрецедентный третий судебный процесс над Тимом Хеннисом начался 17 марта 2010 года. На этот раз сторона защиты пошла по крайне сомнительному пути. Адвокаты заявили, что у Тима Хенниса и Кэти Истборн действительно был секс по обоюдному согласию в ту ночь. По их легенде, это произошло потому, что Гэри Истборн слишком долго отсутствовал из-за учений, и Кэти нуждалась в мужчине, а Тим и его жена Анджела переживали кризис в отношениях. Хеннис не признавался в этом ранее, так как боялся преследований и не хотел еще больше травмировать горевавших членов семьи Истборн. Тим продолжал настаивать, что не был причастен к убийствам, которые якобы произошли после его ухода. Тим Хеннис, несомненно, врал. Тогда, сейчас или вообще все время, думали многие люди по всей Америке, следившие за этим делом. В конце концов, присяжные единогласно признали Хенниса виновным по 3 пунктам обвинения в умышленном убийстве и вновь приговорили его к смертной казни. Семья Тима очень тяжело переносила этот процесс. Его сестра, Бет Брамфилд, сокрушалась. «Я не хочу оставаться одна. Я все еще люблю его. Я верю в него». Гэри Истборн не был лишен сочувствия к семье обвиненного. Он, как никто другой, знал, что означает утрата близкого человека. Гэри даже пытался поддержать Аниту Пеллет, невестку Хенниса. «Она стояла у стены и плакала», — вспоминал Истборн. «Я сказал ей, мне вас очень жаль». Она меня приобняла, и мы поговорили еще несколько минут. Я не испытываю неприязни ни к одному из его родственников. Я могу понять их боль. В настоящее время Тим Хеннис все еще находится в камере смертников в Форт Ливенворте, штат Канзас. Ни один военнослужащий, приговоренный к смертной казни, не был казнен с 1961 года. В большинстве случаев приговор заменяли на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Однако все попытки адвокатов Тимоти Хенниса обжаловать смертный приговор были отклонены. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, виновен ли Тимоти Хеннис в смерти членов семьи Истборн? Или же его арест произошел из-за невероятного стечения обстоятельств? Что могло заставить Тима так жестоко расправиться с 3 беззащитными людьми? И, как вам кажется, казнят ли преступника? Свои версии пишите в комментариях под видео.